Очередной год закончился, как всегда, неожиданно. Самое время, если не подвести итоги, так оно, конечно, не работает, ничто с концом календарного года не заканчивается и не начинается, то хотя бы просто вспомним, что было. И попробуем, исходя из этого, понять, к чему нам нужно быть готовыми. В последние годы очень трудно писать новогодние ролики с новогодним настроением, потому что приходится просто перечислять какую-то жизнь через запятую. Ну, что ж тут поделать, такой момент. Итогов немало, ролик получился длинный, как раз самое то в канун Нового года. Давайте повспоминаем и порассуждаем. Но сначала напомню, завтра, в субботу, 27 декабря, в городах по всему миру пройдет очередной, уже 6-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала. Последний в этом году. Если хотите принять участие, заходите на сайт и посмотрите, есть ли запланированная встреча в вашем городе. Если пока нет, вы можете стать тем, кто ее организует. Ссылка в описании. В конце каждого года мы смотрим на счетчик некрологов на Медиазоне. Это лучший способ понимать не только реальную динамику, но и цену идущей войне. К концу прошлого года Медиазона насчитала чуть менее чем 85 тысяч погибших. Абсолютно рекордным регионом стал Башкортостан с чуть более чем 3,5 тысячами некрологов. Этот год заканчивается на отметке 156 тысяч для всей России. Более 70 тысяч новых записей добавились в базу. Рекордный регион снова Башкортостан. Теперь в республике зафиксировано почти 8 тысяч записей. Динамика некрологов практически не изменилась. В каждый следующий год войны база примерно удваивается. Если динамику эту продолжить на 26 год, то в конце года мы увидим примерно 250 тысяч записей. При этом оценка пропорций, принятых наблюдателями в начале войны, осталась той же. Медиазона видит примерно половину. Получается, реальная оценка потерь убитыми российской армии через год приблизится к 500 000 человек. Сейчас можно смело предположить, как минимум 300 тысяч человек с российской стороны война уже унесла. Число это выглядит тем более правдоподобно, когда мы знаем о 90 тысячах исков о признании пропавших без вести погибшими. Если только через судебную систему прошло 90 тысяч случаев, когда человек не был признан погибшим, а родственники этого потребовали, то 300 тысяч общих потерь представляются минимально базовой оценкой. Есть люди, которые смотрят на карту и оценивают успехи Путина по квадратным километрам руин в чистом поле. Дескать, Россия за год приросла тем-то и тем-то. В чем ценность обезлюдевших территорий для Путина, для России, для кого бы то ни было, никто не уточняет. При этом за неполные 4 года Россия потеряла как минимум население Камчатского края целиком. Если в 26 году все продолжится в том же темпе, то уже к концу следующего года минимальной адекватной оценкой станет утрата населения Костромской области. Уже сейчас, по самой скромной оценке, можно сказать, что каждый 200-й взрослый мужчина погиб на войне. Что касается рынка труда и дефицита кадров, уже сейчас Россия потеряла столько людей, как если бы разом умерли все сотрудники Почты России, от самого главного начальника до сельского грузчика. С таким количеством погибших это уже не просто трагедия, это еще и фактор, который будет влиять на макроэкономические показатели. Когда вы безвозвратно лишаетесь людей в масштабе населения небольшого региона, когда работников стало меньше на целую Почту России, то помимо прочих факторов, которые тянут российскую экономику вниз, будет еще и этот. Число рабочих рук и потребления падают в статистически значимых масштабах. Это итог года с точки зрения боевых действий. Теперь цифры погибших таковы, что будут влиять на экономику. Не думаю, что кто-то поспорит. Весь этот год стал бенефисом одного человека. Почти все, что в этом году происходило, так или иначе является производным от решений Трампа. Мы всегда были противниками американоцентричного мышления. Были против оценки мировых процессов через действия зловещего Вашингтонского обкома. Для нас всегда было не так уж принципиально важно, кто там квартирует в Белом доме, какая партия командует в Конгрессе. Это было важно для их внутренних дел. Будет у вас льготная медстраховка или не будет? Будете вы получать пособие или не будете? Будете вы платить больше или меньше налогов? Если вы американец, то это для вас важно. Да и то изменения будут в небольших масштабах. Любое решение будет результатом торгов и компромиссов. Государству будет сложно уехать слишком вправо или слишком влево. Что касается внешней политики, 80 послевоенных лет США играли роль лидера и центра западного мира, роль вотчдога глобальной интеграции и экономики.
Роль эта закладывает очень узкий диапазон возможных политик. Экономика США жестко завязана на глобальное взаимодействие. iPhone – это штука, которую разрабатывают и собирают всем миром, покупают во всем мире. Деньги инвесторов в США текут со всего мира, а прибыль остается в Купертино. Америка так работает. Араб дает деньги, индус пишет программное обеспечение, китаец собирает, немец покупает, Apple богатеет, а американский федеральный бюджет пополняется налогами. Америка, выступающая против глобального рынка, это как пчелы, выступающие против меда. Американская экономика – это производная от глобального рынка. Вне зависимости от администрации не может быть такого, что Америка добровольно объявит себя автаркией, решит, что ей нужно шить джинсы в Оклахоме любой ценой. Но оказалось, что так быть может. Обсудим последствия этого и еще многое другое после рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Roblox по просьбе Роскомнадзора неоднократно удалял игры. Но их там десятки миллионов, все никак не проверишь. Поэтому Роскомнадзор решил запретить целиком платформу, у которой пользовались миллионы россиян ежедневно. В интернете шутят, блокируя Roblox, Роскомнадзор массово обучает школьников подключению к VPN. Но в таких штуках есть доля правды. VPN сейчас необходим практически всем социальным группам. От совсем юного возраста, когда ребенок смотрит мультики на YouTube, до пожилого человека, когда необходимо быть на связи с близкими и иметь возможность им позвонить. А бесплатные VPN-сервисы с нагрузкой не справляются. Лучше, конечно, приобрести платную подписку. Тем более сейчас удачный момент для этого. У сервиса Durif VPN идет новогодняя распродажа. Сервис этот работает на новейших протоколах, которые обходят даже самые жесткие блокировки, в том числе белые списки. Трафик маскируется так, что провайдеры не видят использования VPN, благодаря чему звонки в мессенджерах проходят без перебоев, а соединение остается стабильным, даже когда другие сервисы уже перестают работать. Устанавливается Durif VPN за пару минут через Telegram-бота или официальный сайт, как вам удобнее. К одному аккаунту можно подключить сколько угодно устройств – смартфон, ноутбук и телевизор. Хватит на всю семью. А если еще и знакомых пригласите, то получите за это бонусные дни или деньги, в зависимости от того, что сами выберете. В рамках новогодней распродажи у Durif VPN действуют мега-скидки на все подписки до 70%. Если вы не успели на распродажу, то подключайте Durif VPN по моему промокоду CATS со скидкой в 25%. Это повышенная скидка специально для моих зрителей. Ссылка на Durif VPN в описании. Продолжим. Америка, выступающая против глобального рынка, это как пчелы, выступающие против меда. Но оказалось, что так быть может. С первых дней в должности Трамп схватил монтировку и отправился громить глобальный рынок. Безо всякой логики по разным странам прилетели пошлины на десятки, а иногда и на сотню и более процентов. США всю дорогу зарабатывали $100 на тех сделках, где их контрагенты получали по 10. И внезапно объявили вот эти $10 у себя украденными, недополученной прибылью. Вводимые Трампом пошлины не столько решают фискальную задачу, сколько имеют функцию мести. Вы на нас, дескать, наживались, теперь мы вас будем за это наказывать. Последствия такой политики с нами не на год и не на 2, и даже не на срок жизни этой администрации. Последствия от атаки на мировую экономику мы будем ощущать все обозримое будущее. Тарифы отменить можно одним днем, и наверняка это и будет сделано. Доверие одним днем не вернешь. О каких долгосрочных миллиардных инвестициях в проекты, завязанные на Соединенные Штаты, может идти речь? Ведь выяснилось, что никакие сдержки и противовесы толком не работают. Что если не сейчас, так через 4 года американцы опять изберут какое-нибудь чудо-юдо, и на сырье для твоего завода, построенного в США, упадет пошлина в 200%. Америка показала всему миру, что ее система власти плохо защищена на случай, если в кресло президента усядется человек, не желающий соблюдать ни правила, ни договоры. Если бы речь шла о почти любой другой стране, это была бы только ее проблема. Но когда так ведет себя страна, которая занимает четверть мировой экономики, это проблема для всех. То же касается роли США как мирового жандарма. США все те же 80 лет сторожат западный мир. До 25 года даже вопросов не возникало, будут ли американцы заступаться за Эстонию, Польшу или Германию. На уверенности в этом держалось все мироустройство. На абсолютной уверенности в том, что в Европе никогда не будет большой войны из-за надежной американской крыши. Никто не вчитывался в устав НАТО, не разбирался, что там на самом деле написано в 5-й статье. Обязывает ли она американцев заступаться? Такая обязанность рассматривалась почти как закон физики,
который будет работать, даже если нигде не описан и не зафиксирован. Кажется, сегодня нет такого оптимиста, который на вопрос, будет ли Америка заступаться, ответит что-то внятное. Ответ больше не исходит из того, что у Америки есть союзники и обязательства. Ответ теперь зависит от того, в каком Дональд Трамп настроении. Кто с ним первым поговорит, нравится ли ему лично премьер Эстонии или президент Польши, или канцлер Германии. Он может армию отправить, а может отправить зятя, договариваться с Путиным о добыче редкоземельных металлов на Луне. И вероятность этих событий одинакова. С уходом Трампа ситуация не сильно изменится. Невозможно основывать свой суверенитет и безопасность целого региона на том, в чью сторону раз в 4 года будет склоняться один избирательный округ в Мичигане. Фридрих Мерц совершенно прав. В 2025 году Запад, как коллективная сущность, закончился. Первые 3 года войны главным вопросом было, в какой момент Путин столкнется с тем, что бесплатных денег у него нет. В 2025 столкновение начало случаться. В одной точке сложилось все. Мы усилиями Трампа и атаки на глобальную экономику явно заехали в длинную эпоху дешевой нефти. Насмотревшись на США, весь мир заболел суверенитетом. Все хотят бороться с миграцией, защищать отечественного производителя. Всем разонравилась глобальная конкуренция, свободное движение товаров, людей и капиталов. Нефть не падает камнем вниз вместе с ухудшением прогнозов по мировому росту. Так бывало раньше во времена обычных кризисов. Теперь же цена на нефть просто последовательно снижается. Недополученные нефтяные доходы сильно бьют по российскому федеральному бюджету. Прогнозы по доходам бюджета, заложенные в закон осенью прошлого года, абсолютно не сошлись с тем, что получилось в итоге. О прогнозируемом дефиците в 1,1 триллион стало смешно вспоминать еще летом, когда он вырос до 5. Каждый из бюджетов военных лет был дефицитным. Но в прошлые годы это был дефицит при живых резервах. Сегодня резервы нет смысла обсуждать. Это около 4 триллионов ликвидных средств, при том, что государство для покрытия своих текущих дыр может за раз выпустить облигации на 1,8 триллиона. Можно смело считать, никаких резервов, а уж тем более резервов на годы, больше нет. Государство живет и ведет войну в чистый долг. Вместе с падением нефтегазовых доходов пришла эпоха, когда экономический рост, завязанный на перегреве экономики бюджетными расходами, полностью себя исчерпал. Государство больше не может искусственно поддерживать рост. В результате предприятия, которые еще год назад работали в 3 смены без выходных, теперь переводят сотрудников на 4-дневку. Сотрудники этих предприятий еще недавно не знали, куда девать свои огромные зарплаты, радостно брали кредиты, чтобы потреблять еще больше. А теперь обнаруживают, что доходы больше не растут, а где-то и упали. При этом кредиты-то никуда не делись. Вслед за сокращением государственных инвестиций сокращаются доходы, вслед за доходами сокращается спрос, вслед за ним собираемость налогов, и государству приходится экономить еще больше. В итоге все идет по спирали. 25-й стал первым годом, когда мы увидели резкое сокращение единовременных выплат за подписание контрактов сразу во многих регионах. Даже в таком важном для войны, как Татарстан. Это не линейный процесс, где-то выплаты наоборот растут. Но раньше они росли повсюду. Теперь же регионы явно столкнулись с бюджетными проблемами. Даже на главный KPI, на вербовку наемников, денег не хватает. Есть регионы, где вообще катастрофа, как с бюджетом, так и с экономикой. Кемеровская область не только в долгах, как в шелках, она еще и де-факто потеряла угольную отрасль как явление. Самые лояльные, самые близкие правительству экспертные центры дружно оценивают состояние российской экономики как балансирующее между стагнацией и спадом. При этом из действий правительства следует, что для них не существует такой проблемы, как состояние российской экономики в целом. Проблема для них – найти Путину денег на войну прямо сейчас. Никак иначе нельзя объяснить повышение налогов в стагнирующей экономике, которая к тому же страдает от высокой инфляции. Единственное предположение, которое может быть – правительство просто занято поиском хоть каких-нибудь денег хоть где-нибудь. Правительство в следующем году вытащит больше триллиона рублей из экономики с помощью роста НДС. В очередной раз раскулачит автомобилистов ростом утильсбора. С осени нас ждет технологический сбор, налог на все гаджеты. Коммуналку в 26 году повысят дважды. В 25-м оказалось, что война российской экономике на пользу вообще-то не идет. Ведь закончилась странная эйфория, завязанная на резком росте расходов после начала войны. «2025 год обманутых надежд. Сложно найти такого человека в начале года, а потом весной, а потом в августе,
который не допускал возможности, что с приходом новой американской администрации война закончится. Надо признать, не только Трампа, но всю публику в 25-м артистично водили за нос. Мы все настолько хотели мира, что рады были обманываться и в первый, и в 21 раз. Каждый раз, когда нам объявляли «пиздил», хотелось думать, что вот в этот раз-то хоть что-то да будет, а не просто «пиздил». Но нельзя же вот так вот взять, позвать Путина на Аляску, расстелить перед ним красную дорожку, показать воздушный парад, рассыпаться в комплиментах и вернуться ни с чем. Даже без номинальной победы, вроде воздушного перемирия. Но вдруг выяснилось, что можно. В начале года многим, в том числе российским элитам, казалось, что война для Путина – это ошибка, из которой надо выпрыгнуть, сохранив лицо. После того, как Путин весь год занимался издевательским саботажем всех попыток Трампа подарить ему не просто лицо, а де-факто победу, после этого всем должно стать окончательно ясно. Путину нужна война сама по себе. Не населенные пункты, не пиар, не деньги, не территории, а просто процесс. Это определенно открытие 25 года. Россия традиционно и, надо сказать, заслуженно гордилась своей дешевой, быстрой, современной мобильной связью, развитым интернетом, как с точки зрения доступа, так и сервисов. Понятное дело, что после начала войны все это становилось не совсем правдой. Да, интернет быстрый и дешевый, только половина ресурсов не работает и перебанена. В 25-м это стало неправдой совсем. Начиная примерно с весны, российские регионы делятся на те, где мобильный интернет отрубают периодически, и те, где он исчез напрочь. Когда мобильный интернет работает он по белым спискам, то есть интернетом не является. Прежде в России банили сервисы второго порядка, за исключением, пожалуй, что Инстаграма. Все остальное, Твиттер, Фейсбук, никогда в России не были чем-то значимым. В этом году без VPN перестал работать YouTube, за ним последовали мессенджеры. Звонки без VPN не работают полностью уже несколько месяцев, и все стабильно идет к тому, что и WhatsApp, и Telegram будут заблокированы полностью тоже. Давно уже расправились с Дискордом, теперь дело дошло до игр, свернули голову Роблоксу. 25-й год – это год VPN. Государство зашло так далеко, что технология стала абсолютно народной. Ею пользуются все, от школьников до пенсионеров. Сервисы зарабатывают кучу денег, растут как на дрожжах. Весь тот чудесный онлайн-мир с такси, доставками, легкими оплатами в этом году приказал долго жить. Государство окончательно решило весь интернет ужать до мессенджера Max, в который всех граждан пытаются согнать дрыном, но судя по тому, что дрын с каждым разом берут все больше, граждане не очень-то загоняются. Тут все ложится в строку. Блокировки, отключения, ограничения на покупку сим-карт. Понятное дело, что в 26-м все только раскрутится. Более всего 25-й год характеризует тот факт, что при составлении списка значимых событий легко забыть самоубийство Старовойта. Мы сами об этом вспомнили в последний момент, когда сценарий был почти готов. Действующий федеральный министр застрелился. Когда такое вообще случалось? За все время существования Новой России ни разу не случалось. Еще недавно это была бы главная новость года, с большим отрывом. Но в этом году посадки, раскулачивания, выпадение из окон чиновников и олигархов разной степени высокопоставленности происходит настолько часто, что в конце декабря упомнить какого-то там федерального министра, который застрелился в июле, не так-то просто. Кампания элитных репрессий и отъема собственности началась не в этом году, а еще в прошлом, с очередной инаугурацией Путина. Но в этом году не просто изменились масштабы, но произошли и важные нормативные перемены. В этом году Верховный суд официально отменил срок давности для приватизации. Теперь все просто. Прокуратура решает, что государство 30 лет назад находилось под влиянием мошенников, не отдавало отчет своим действиям и понесло ущерб, так что верните все обратно. Согласно этой норме, никаких сроков давности приватизации не существует. Купленная у государства собственность не станет в полной мере частной, и неважно, сколько лет пройдет, и неважно, сколько раз эта собственность перейдет из рук в руки потом. Норма возникла в этом году, и под ее флагом явно пройдет год грядущий. Так будет продолжаться, пока режим существует. Государство построило себе чрезмерно удобную схему отъема собственности и будет ею пользоваться. Государство, очевидно, собирается расширить раскулачивание, от единичных практик перейти к системе. За ее работой будем следить в 26-м.
Да, в прошлые годы тоже было немало разговоров, что война эта может перекинуться на Европу. Что Восточная Европа, особенно страны Балтии, с точки зрения Путина, от Украины ничем не отличаются. Единственное отличие с практической точки зрения в том, что у Украины есть миллионная армия с опытом большой войны, которая в этой большой войне Путина со всеми его сотнями профуканных миллиардов сдерживает долгие годы. А у живущей в мире уже 80 лет Европы нет боеспособных армий. А что более важно и отражается в вопросах, в европейских странах нет социальной готовности к возможному нападению. В 25 году разговоры об опасности, нависшей над Европой, перестали носить характер отвлеченного алармизма. По сути, это теперь уже не спор о возможности нападения, а дискуссия о сроках. О том, успеет ли Европа достаточно вооружиться и реформироваться, есть ли у нее время до условного 30-го года. В этом году беспилотники залетали в Польшу и парализовывали аэропорт Варшавы на несколько часов. В конце года американская разведка через Reuters сообщила очевидное: Путин не собирается останавливаться не то что на Донецкой области, но на Украине в целом. Германия возвращает военный призыв, а канцлер Мерц недвусмысленно сравнивает Донбасс с Судетами и Путина с Гитлером. На границе в Балтии, в Финляндии активно строятся укрепления. В выступлении Путина под конец года на коллегии Минобороны претензии и обиды на Европу излагались в тех же терминах, что к Украине накануне нападения. Это выступление ни у кого не должно было оставить сомнений. Планы на Европу совершенно те же, что и на Украину. Дай бог, 26-й не будет годом новой большой войны. Но совершенно точно подготовка к большой войне с обеих сторон продолжится. Итоги и прогнозы получились очень нехорошие. С другой стороны, какими они могут быть, если уже на второй неделе Нового года текущая война по длительности превысит 1418 дней Великой Отечественной? Каждый год войны становится более кровавым, а поводов ожидать, что у происходящего существует какой-то конец, становится все меньше. На уровне государства и общества в этом году сложно найти по-настоящему хорошие новости, которые можно было бы обсуждать всерьез. Такой уж был год. До завтра.